Всем привет, это обзор обновлений за декабрь и ключевые моменты обновлений осени 2019 года для Lineage 2 Awakening. Детальный перевод патчноутов можно почитать на L2 Central, отдельное спасибо Мистлайту за перевод. Ссылки оставлю под видео. Сперва о патчах декабря. 18 декабря разработчики представили новую систему гомункулов. В дополнительном меню появилась новая иконка в виде сердца, которая открывает нам окно системы гомункулов. Ну, а точнее первую вкладку этой системы. Для начала призыва гомункула необходимо заплатить 1 миллион адены, после чего надо внести дополнительную плату в виде очков здоровья для шкалы крови, очков Vitality для шкалы слез, очков SP для шкалы души. Четвертая шкала – это шкала времени, она заполняется автоматически и заполняется полностью ровно через 24 часа с момента начала призыва. Шкала здоровья заполняется достаточно просто, необходимо 100 раз заплатить по 10 тысяч хп. Это можно сделать, например, с бафером или хиллером в окне. Затем шкала Vitality, где необходимо заплатить 5 четвертей Vitality персонажа. Тут можно, в принципе, дождаться среды или использовать предметы для восстановления Vitality. Наконец, шкала SP, тут необходимо 10 раз заплатить по 5 миллиардов SP. И это уже после фикса. В первом патче со вводом системы было 10 миллиардов SP за клик. После того, как все 4 шкалы будут заполнены, мы можем случайным образом призвать одного гомункула. Гомункулов существует несколько видов: птенец, буйвол, детеныш дракона, ангел и орк. Возможно, это не все, которые мне попались. У каждого гомункула есть 3 грейда. Распознать их можно по цвету фонового изображения гомункула. У первого грейда гомункула фон будет серый, у второго зеленый, а максимальный уровень — это гомункул с короной на красном фоне. Еще раз ключевые моменты. Вид и грейд гомункула после призыва случайный. Последовательность действий следующая. Открываем слот гомункула за 1 миллион адены, заполняем все необходимые ресурсы для призыва и призываем. Гомункула можно прокачать с помощью специальных очков улучшения. Получить их можно, убивая монстров или жертвуя очки Vitality. Нажимаем плюс рядом со счетчиком очков улучшения. В открывшемся окне сверху указан прогресс по накоплению убитых мобов, а ниже возможность пожертвовать очки Vitality. Давайте рассмотрим получение очков на примере шкалы Vitality. Для одного очка улучшения необходимо пожертвовать 2 деления очков Vitality персонажа. Так можно сделать 5 раз, и после каждого заполнения необходимо нажать кнопку слева для обмена заполненной шкалы на очки улучшения. Кнопка справа позволяет сделать вклад еще 3 цикла по 5 раз, но для сброса необходимо будет заполнить 5 раз счетчик мобов, то есть убить или находиться в группе с игроком, который убьет 2500 мобов. Здесь важно, что количество опыта, полученного с моба, должно быть больше 0. Для того, чтобы не держать окно со счетчиком мобов постоянно открытым или постоянно его проверять, разработчики добавили мерцание на кнопку системы гомункула, когда шкала убитых мобов будет полностью заполнена. Каждый день у персонажа сбрасывается счетчик доступных очков для пополнения и шкалы мобов, и шкалы Vitality. И если у вас вызывает трудности заполнять один из вариантов, можно заполнять просто один по 5 раз в день. Теперь о том, куда можно потратить очки улучшения. Прежде всего, очки улучшения гомункула можно потратить на увеличение уровня гомункула, то есть его прокачку. Всего уровней 5, и с каждым уровнем гомункул пассивно прибавляет большее количество хп, атаки, защиты и шанса критического урона. Кроме того, уровни гомункула влияют на количество доступных способностей симпатии. На первом уровне гомункула доступна 1 способность, на втором 2, на третьем 3, четвертом 4 и на пятом 5. Для примера, вот гомункул 2 уровня. У него доступно 2 умения симпатии. Каждое из умений можно улучшать, потратив 1 очко улучшения гомункула и 1 миллиард очков SP в мини-игре, похожей на слоты. Для максимального бонуса необходимо собрать 3 цифры, 2 из которых будут равны основной, а основная здесь выделена оранжевым цветом. Ну и как вы, должно быть, уже догадались, мини-игра подбирает эти цифры совершенно случайно. Если все цифры будут разные, у умения будет первый уровень из 3, то есть часть бонуса. В моем случае это бонус к вын и дух. Если одна из цифр будет такой же, как и основная, то умение будет 2 уровня, то есть в моем случае добавится +1 к удаче. А на 3-м уровне первого умения появится еще и бонус к харизме. Не все умения гомункула или умения симпатии гомункула работают пассивно. Среди них есть, например, и триггеры.
Тут надо сказать, что у каждого вида гомункула свои скиллы. То есть вот у этого гомункула ангела бонусы умений будут уже другие. Таблица есть в переводе патчноутов на L2 Central. Наконец, бонусы и эффекты гомункула применяются как на основном, так и на двойном классе. Специально для двойного класса прокачивать снова ничего не придется. И еще добавлю, для того, чтобы умения и бонусы гомункула работали на персонажа, необходимо выбрать этого гомункула кнопкой слева, после чего у выбранного гомункула появится сердечко в области доступных гомункулов. Переходим к разделу предметов. В том же патче от 18 декабря камни жизни переименовали в камни души. Например, камень жизни силы гигантов переименовали в камень души силы гигантов. Все же, если игроки нашли у себя камень со старым названием камень жизни, то до 22 января его необходимо применить, иначе все камни со старым названием будут удалены. Списка удаляемых или переименованных камней разработчики, увы, не оставили. Но забегая вперед, покажу новый интерфейс аугментации оружия, который появился в патче от 22 января. Теперь при двойном клике по камню души открывается меню, в котором можно зачаровать оружие. А вот для того, чтобы снять эффект, все равно придется обратиться к кузнецам в городах. Переходим к разделу «Зона охоты». Здесь разработчики 18 числа добавили два уровня лабиринта Кастии или Кастии для игроков 115 и 120 уровня с припиской «Экстремальный». Это все так же ежедневные подземелья для одного игрока и по 15 минут. У обычных и экстремальных версий общее время отката, то есть пройти можно только один вариант в день. Далее в качестве ивента до 15 января зона болота криков усилена для игроков 112 уровня. Эта зона предназначена для групповой охоты, тут нет никаких ограничений по времени. Примечательно еще то, что сама зона подписана как для игроков 111 уровня. Тем не менее, есть одна любопытная особенность: мобы в этой зоне спавнятся строго с часу дня и до 3, а затем с 10 часов вечера и до полуночи реального времени. В остальное время суток локация пустая. На полученное количество опыта и адены не обращайте внимания, это тестовый корейский сервис, здесь риты примерно x6. Добавлю небольшой фрагмент уже во время того, как все видео было снято. 22 января болото криков стало усиленной зоной на постоянной основе с механикой спавна мобов в определенное время. Затем разработчики кратко отметили, что награда за прохождение инстанс зон для командного канала, это Таути, Октавис, Фринтезе и Антарас, была увеличена. Но, к сожалению, мне не удалось проверить, как именно. Теперь переходим к разделу, пожалуй, самому волнующему разделу этого декабрьского патча, раздел умений. 18 декабря разработчики провели серьезные изменения в умениях класса воинов Тира. В большинстве случаев уменьшили время использования умений, то есть насколько быстро персонаж кастанет тот или иной скилл, и увеличили мощность некоторых умений. Перед тем, как перейти к демонстрации, надо сказать пару слов об экипировке. Все персонажи будут в броне почета с усиленным оружием почета. Бижутерия Полины, брошь 1 уровня с камнями 3 уровня. В общем, все то, что можно нафармить за несколько недель, если у кого-то из вас появится желание сравнить. А из бафов будут селфы, доступные на 105 уровне, коктейль и ледяная роза Фрей. Начнем с общих изменений у воинов Тира. Показывать буду на примере Глада 105 уровня, все умения будут соответствовать именно этому уровню. Первый в группе атакующих скиллов — это разрушение брони, снижено время каста до 1,5 секунд и увеличена мощность до почти 30 тысяч. Мега-удар, также снижено время каста до 1,5 секунд и увеличена мощность почти до 45 тысяч. Мощный бомбардир, снижено время каста умения до 1,5 секунд, увеличена мощность почти до 47 тысяч, снижено время перезарядки до 10 секунд, но тут из бижутерии Полины выходит немножко меньше. И еще удален эффект отбрасывания, теперь это просто опрокидывание на месте. Взрыв энергии, снижено время каста до 1,5 секунд и увеличена мощность до 25 тысяч. Бросок урагана, снижено время каста до 1 секунды и время перезарядки умения до 10 секунд. Затем у умения атака в прыжке снижено время каста до 1 секунды, увеличена мощность до 22 тысяч и удалено условие потребления силовой энергии. У удара вечности увеличена мощность умения, теперь это почти 100 тысяч, 92 748. У звуковой звезды увеличена мощность до 65,5 тысяч, и так же как в мощном бомбардире, звуковая звезда опрокидывает цель на том же месте, где они находились, не откидывая их назад. Умение последняя атака, снижено время каста до 1,5 секунд и увеличена мощность почти до 100 тысяч. Теперь умение работает при 20% хп у цели, а если его заточить, то можно будет применить на большем количестве
количестве хп. Если последнюю атаку заточить на плюс 10, то работает примерно на 25-27% хп моба. Еще один важный скилл – это умение Берсерк. Время каста снижено до 1,5 секунд, селф увеличивает физ-атаку на 30%, скорость физ-атаки тоже на 30%, физ-точность на 16%, скорость передвижения на 30%, крит урон физ-атаки и физ-умений на 15%, сопротивление дебафам на 90% и при убийстве моба с некоторым шансом может восстановить 20% хп. Удалено условие, что Берс можно использовать только на определенном количестве хп, и соответственно ветка модификации скилла на штраф изменилась на щит, то есть теперь у этого скилла есть бонус к физзащите. С барьером великана такая же история, удалено условие с хп, а ветка заточки на штраф поменялась на майт, то есть у барьера теперь бонус к физ-атаке. У следующего ряда общих для всех воинов тира умений никаких особых изменений не было, только снижено время каста до 1,5 секунд. Это копье доблести, последняя энергия, сила природы и ослабление гнева. Там есть еще совершенная энергия, но это новый скилл. О нем я расскажу чуть позже. Далее, напряжение силы – это умение на 105 уровне, снижено время каста до 1,5 секунд и добавлен бонус в 15% крит урона физатакой и физумениями. Затем у стойки Рев Медведя снижено время каста до 1,5 секунд и добавлен бонус в 30% крит урона физумений. Вопль Огра, снижено время каста до 1,5 секунд, физ-атака, физ-защита и маг защиты плюс 40%, крит урон физ-атака и физумений плюс 10% и максимум хп тоже плюс 10%. Рычание Пумы, снижено время каста до 1,5 секунд, визг Кролика, тоже снижено время каста, скорость атаки плюс 30%, скорость перемещения плюс 80%, физ-уклонение плюс 15%. У селфа Клич Ястреба снижено время каста до 1,5 секунд и добавлен бонус в 30% крит урона физумений, как у Рева Медведя, собственно говоря. Дух Охотника, Дух Убийцы, снижено время каста, а у дебафа Удар Гиганта помимо снижения времени каста указано, что увеличена мощность. Но мне, честно говоря, не очень понятно какая, так как урона от этого скилла нет, а время применения такое же. Здесь еще сказано, что эффект отбрасывания изменен на опрокидывание. Мощная провокация и обезоруживание тоже только снижение времени каста до 1,5 секунд. Наконец, у пассивного умения Великое Владение тяжелой броней добавлен эффект сопротивления атак кинжалом и луком на 10%. На 106 уровне, когда эта пассивка тоже апгрейдится, резист от луков и кинжалов не изменяется, те же 10%. Переходим к классовым умениям. Начнем с дуэлиста тира. Гнев звука, снижено время каста до 1,5 секунд и увеличена мощность примерно до 26 тысяч. Звуковой удар тоже снижено время, увеличена мощность до 39 тысяч. Звуковой шторм, снижено время каста до 1,5 секунд, увеличена мощность до 38,5 тысяч. Тройное звуковое рассечение тоже снижено время каста до 1,5 секунд и увеличена мощность до 55 тысяч. И наконец, потенциальная сила. Снижено время каста до 1,5 секунд и добавлен второй уровень умения на 106-м левеле персонажа, где физатака увеличивается не на 30%, а на 35%. Следующий класс – полководец тира, и первое измененное умение – это источник урагана, снижено время каста до 1,5 секунд и увеличена мощность до 26 с небольшим тысяч. Ураганный шторм, снижено время каста до 2 секунд, увеличена мощность до 38,5 тысяч. Затем умение Дикий Рев, откат умения снижен до 180 секунд, снижает физ-атаку и маг-атаку цели до единицы. Здесь обратите внимание на цифры атаки персонажа, которые сильно падают, практически до нуля, когда проходит дебаф. Следующее умение Грозовой шторм, снижено время каста до 1,5 секунд и увеличена мощность до 55,5 тысяч. Далее умение Ярость, снижено время каста умения до 1,5 секунд и увеличено потребление ЦП до 80%. Время перезарядки у Ярости по-прежнему 30 секунд. Далее Крылатое Копье, снижено время каста умения до 1,5 секунд и увеличена дистанция применения умения. Точных цифр, к сожалению, в описании скилла нет, я, честно говоря, разницы большой здесь не заметил. Затем идет новое умение или обновленное умение из старых хроник, называется Фокусировка атаки.
действует только на одну цель, увеличивает физ-атаку на 25%, крит урон физ-атакой и физ-умениями на 10%, требует 5 единиц руды души и заменяет собой другой селф-баф, который называется «Острое лезвие шторма», то есть не получится использовать массовые атаки и вот эту точечную атаку одновременно. И, наконец, пассивное умение «Великое владение древковым оружием», увеличена дистанция применения древкового оружия на 40, то есть если персонаж бьет пикой, он бьет с некоторого рейнджа всегда. Следующий класс — Титан. У умений Источник урагана и Ураганный шторм, так же как и у полководца, снижено время каста и увеличена мощность. Дальше идет Лезвие шторма и Гнев, тоже просто снижено время каста, а у умения Меч урагана снижено время каста и добавлен второй уровень на 106-м левеле персонажа. Разница между первым и вторым уровнем в 5% физ-атаки, то есть на первом 30, а на втором 35%. Затем умение Мужество или Гатс, снижено время каста, удалены условия, когда умение можно использовать на определенном количестве хп, физзащита плюс 200%, дополнительная экипировка тяжелой броне, физзащита еще плюс 50%. При экипировке легкой броне физзащита и маг-защита плюс 50%. Ветки модификации умения никак не изменились. И, наконец, Безумие. Снижено время каста умения, удалены условия по хп, так же, как и в Мужестве и в Берсерке. Физ-атака плюс 20%, дополнительно при использовании двуручного меча, дубины, копья, физ-атака еще плюс 10%. Здесь надо сказать, что обновленный Френзи решил проблему с одновременным использованием его с Берсерком. Таким образом, разработчики добавили оба селфа Титану. Однако теперь у Френзи по сути осталась только физ-атака, а все бонусы на крит ушли в Берсерк. Новая работа двух умений кардинально ничего не меняет для тех, кто пользовался только Безумием, и исправляет ситуацию с некорректным использованием двух умений при смене класса. Следующий класс — Аватар. У умений Силовой блеск, Проблеск силы и Силовой шторм изменения примерно одинаковые, снижено время каста и увеличена мощность. Силовой гнев до 26 тысяч, Проблеск силы до 39, Силовой шторм до 38,5. Далее селфбафы Крик Бизона и Крик Волка. У обоих умений снижено время каста, а у Бизона появился дополнительный бонус, крит урон физ-атакой и физ-умениями увеличивается на 50%. Затем Кастет Урагана, снижено время каста, добавлен второй уровень, так же как у Титана с Мечом Урагана. Разница те же 5%, то есть на первом уровне 30, на втором 35% физ-атаки. Тогл Ярость Орка теперь называется Кастет Ярости и переведен в категорию селф-бафов. Работает только при надетых кастетах, время действия 30 минут, откат 300 секунд. То есть, в принципе, это как еще одна стойка. Физ-атака плюс 15%, скорость атаки плюс 15%. Для использования необходимо 5 единиц руды души. Следующий класс — Мастер Тира. У умений Мощный удар молотом, Источник урагана, Ураганный шторм и Лезвие шторма снижено время каста. У Ураганного шторма до 2 секунд, у всех остальных до 1,5 секунд. Затем у Мощного удара молотом увеличена мощность до 47 тысяч, у Источника урагана до 26, у Ураганного шторма до 38,5. Затем разработчики добавили новое умение Мастеру Тира — Дух Голема. Этот баф можно выучить на 106 уровне персонажа. Новый баф увеличивает физ-атаку и мощность физ-умений на 30% и с некоторым шансом, который в описании умения не указан, снижает текущее хп цели на 30% при использовании обычной атаки. Но действует только на игроков и на монстров. Еще раз, здесь важно понять, что уменьшает количество хп на 30% не вообще, которое есть у цели, а которое есть в данный момент. То есть от него отнимается 30%. И так при каждом последующем срабатывании умения. У этого аналога летала есть характерная анимация с големами, бьющими с разных сторон, откат бафа 300 секунд, длительность бафа 30 минут. То есть, по сути, это постоянный селф. Требует для использования 5 единиц руды души. Теперь немножко тестов. Если с мобами все более-менее понятно, то при проверке работы с РБ голем ни разу не прошел. Что, в общем-то, и было сказано в описании. То есть работает только на игроков и только на мобов. Хотя этому мог помешать барьер рейд-босса, но я склонен все-таки доверять описанию. Что касается тестов с игроками или с другими персонажами, летал проходит через щит маны, который есть у волшебников Фео.
Обратите внимание, что ЦП остается прежним, а ХП снижается по 30% за каждый летал. В тестах с танзанитом или барьером заклинательной Исы летал явно не проходит. Давайте теперь попробуем барьер Исы. И напоследок я попробовал еще мобов явно не по уровню. Если не считать проблем с ХП, то урон летала в этом случае прекрасно работает. Следующее измененное умение – великое владение дробящим оружием. Физатака при использовании одноручной дубины плюс 30%, крит урона физатакой и физумениями плюс 15%, шанс крит удара физатакой и физумениями плюс 30%. И еще одно пассивное умение – великое владение щитом. Теперь увеличивает шанс защиты щитом и игнорирования защиты щитом, добавлены 8, 9 и 10 уровни скилла на 106, 108 и 110 уровнях персонажа. На 8 и выше уровнях работает при получении или нанесении урона со всех сторон. Следующий класс – Каратель Тира. У умений Лезвие Исподона, Стремительный натиск, Источник урагана и Ураганный шторм снижено время каста. Как и у других тиров, время каста Ураганного шторма снижено до 2 секунд, а все остальные снижены до 1,5 секунд. Также у этих умений увеличена мощность: Лезвие Исподона до 23 тысяч, Стремительный натиск до 25, Источник урагана до 26, а Ураганный шторм до 38. Селфбаф карателя «Защититься мечом» теперь дает не статичную прибавку к физической защите, а 100, 150, 200 и 250 физзащиты дополнительно в зависимости от уровня умения. Похожая ситуация с преградой душ. Здесь увеличивает маг-защиту на 100, 150, 200 и 250% в зависимости от уровня умения. Затем в дебаф разоружения добавлен эффект снижения физической и магической защиты на 40% во время действия этого дебафа. И, наконец, тогл Берсерк Души разработчики изменили в селф-баф. Теперь он дополнительно к существующим бонусам увеличивает еще и критический урон физумениями на 15%. Условия те же при экипировке меча или дубины, откат 300 секунд, время действия 30 минут. Требует 5 единиц руды души. Следующий класс — это Заступник Сайхи. Он не относится напрямую к воинам Тира, но тем не менее в этом патче разработчики уделили и ему внимание. Пассивное умение Удар Гравитации, которое раньше представляло собой множитель x5 к урону, теперь работает так же, как Дух Голема у Маэстро, то есть с некоторым шансом снижает ХП цели, текущее ХП цели на 30%. Действует только на игроков и на монстров. Здесь есть ключевая разница с Духом Голема у гномов, потому что это пассивное умение, то есть это не баф. И здесь помимо вот этого летала никаких бонусов у этой пассивки больше нет. Давайте проверим также на мана-щит. Здесь обратите внимание, что летал работает только с экипированными кастетами. Теперь танзанит. Попробуем РБ. Что касается монстров, которые на много уровней больше самого персонажа, здесь дела обстоят не намного лучше, чем у гномов. Хотя если подготовиться, может быть, найти какие-то неочевидные механики или использовать больше закрывашек, то, пожалуй, одного или нескольких мобов точно можно убить.
В патче от 18 декабря изменения коснулись также умений разбойников Адала. Начнем с общих изменений. Дебаф «Массовая уловка» теперь снижает маг-атаку на 20%, шанс маг-крит удара и маг-крит урон на 15%. В пассивном умении «Максимальный критический урон» на место статичной прибавки к силе физ-крит атак поставили бонус, который увеличивает мощность физ-умений на 1%. Затем в селф-бафе «Рывок тени» откат умения увеличили до 300 секунд, но зато и длительность этого умения также увеличили до 2 минут. Затем хайд или скрытие тени откат у этого скилла увеличили до 180 секунд. Бесшумную походку изменили таким образом, что теперь к постоянному потреблению маны добавилось уменьшение физзащиты на 20%. Но при этом теперь с бесшумной походкой скорость увеличивается на 60%. Следующее умение – контратакующая стойка. О нем достаточно странно написано в патчноутах. Откат умения 120 секунд, но, насколько я знаю, он такой же и был. Длительность применения этого селф-бафа 15 секунд, хотя и в описании сказано, что 10, и в принципе он бафается на 10 секунд. Последний общий скилл – это максимальное абсолютное уклонение. При получении смертельного урона даруется эффект неуязвимости на 3 секунды. К сожалению, из-за того, что даже у точенного скилла достаточно небольшое время действия, понять, есть ли какой-то пассивный откат у этого неуяза, мне не удалось. Теперь об изменениях внутри класса. Начнем с авантюриста Адала. В селф-бафе «Максимальный удар» появился шанс крит удара 10% и критический урон обычной атакой плюс 5%. Затем умение «Кислотное болото из Тхины». Здесь добавился эффект, который выводит врагов из состояния скрытности. Причем после того, как противник вышел из этого состояния, некоторое время он обратно в хайд уйти не сможет. И третье умение, которое разработчики посчитали нужным изменить, это ритм одиночки, тоже селф-баф. Удален эффект сила крит атак, который давал статичную цифру, и добавлен эффект мощности физумений плюс 2%, как в пассивке почти. Следующий класс – Странник Ветра Адала. Длительность применения триггера у атакующего умения дуновения восточного ветра увеличилась до 5 секунд. И на 107-м левеле персонажа появился второй уровень умения, который дополнительно увеличивает шанс крит удара и урон со стороны на 25%, и шанс крит удара и урон сзади на 15%. Затем по аналогии с авантюристом, точнее с селфами авантюриста, из умения «Шанс ветра» удален эффект, который давал статичную силу физ-крит атаки. Вместо него добавлен эффект мощности физ-умений плюс 2%. Скиллу «Ядовитое болото» добавлен такой же эффект анхайда, как и у болота авантюриста. Забегая вперед, скажу, что подобная работа такого умения будет у всех разбойников Адала. Последний скилл, который решили разработчики изменить у Странника Ветра, это пассивка «Потенциальный удар». Теперь она добавляет бонус крит урон обычной атакой плюс 5%. Следующий класс – Призрачный Охотник Адала. У умения «Одержимость Жнеца Смерти» удалено условие, при котором скилл можно было использовать только на расстоянии. Теперь обилка работает и вплотную к цели. С разворотом тени немножко странная история. Написано, что мгновенная атака при перемещении сзади от цели, но на самом деле персонаж как будто прыгает туда-сюда, чтобы сделать один удар. И наконец, Ядовитое болото. Здесь такой же эффект анхайда с дебафом, как и у предыдущих разбойников. Завершает список Кладоискатель Адала. Здесь разработчики добавили пассивному умению «Великое везение» шанс крит удара плюс 5%. Похожий бонус есть у Странника Ветра. Затем у спойлера появился новый баф на 105 уровне «Счастливая монета Мафр». Тут надо отметить, что в дословном переводе умение подбросить монету тоже переводится как «монета Мафр», то есть название нового скилла имеет некоторую связь с предыдущим. И все же оба умения имеют разный откат, эффект нового длится 10 минут, то есть можно использовать ПКД, он не точится, а вот эффекты обоих бафов заменяют друг друга, то есть использовать одновременно оба селфа не получится. Положительный баф или счастливая сторона монеты на 10 минут, физатака плюс 30%, шанс сделать летал плюс 25%, урон крит атак плюс 20% и крит атака физическими умениями плюс 20%. Обратная сторона все то же самое, только без шанса к леталу и увеличивает голову персонажа. Затем дебаф «Критическая рана», максимальный уровень был увеличен до 8 на 109 левеле персонажа. То есть теперь крит рана так же, как и у всех разбойников. И наконец, Ядовитое болото, здесь то же самое, эффект анхайда с дебафом.
Переходим к разделу интерфейса. В патче от 11 декабря разработчики добавили долгожданную кнопку смены сервера в рамках региона. То есть теперь для того, чтобы перезайти на другой сервер, нет необходимости перезагружать полностью клиент игры. Еще один важный момент, к сожалению, здесь никакой детальной информации нету. В патче от 11 декабря разработчики добавили новую стадию драгоценных камней высшего ранга. Или если следовать переводу русской версии, это получается огромный или громадный камень. К сожалению, по новым уровням информации мне найти не удалось. Разработчики не указали подробности в патчноутах. В заметках я указал те данные, которые мне удалось найти на рынке. То есть просто побегал по рынку и записал данные в эту статью-таблицу. Это, пожалуй, все, что касается изменений в декабре. Теперь кратко о ключевых патчах осени 2019. 2 октября разработчики представили новый брелок Агатиона Дракон. Обменять новый брелок можно у рыболова Сантьяго. Для обмена требуется 3 эссенции дракона и все виды больших агатионов. Тут надо сказать, что в Корее другая система агатионов, поэтому с большой вероятностью такое разделение на обычных и больших брелков с самим брелком Агатиона Дракона, скорее всего, до нас не дойдет. Что касается эссенции дракона, это новый предмет, который в свою очередь можно обменять на старую бижутерию именных драконов, то есть ожерелье Волокаса, серьга Антараса и серьга Линдвиора. У самого брелка Агатиона Дракона есть 2 стадии, похожие на популярный сейчас шаблон, где первая стадия точится на 5, обменивается на усиленную, а затем ее можно заточить на плюс 10. Подробности можно почитать в статье на L2 Central, ссылку оставлю под видео. 20 ноября разработчики добавили всем классам по новому умению на 110 уровне. Я покажу на примере умения разбойника Адала «Высший ангел смерти». Новое умение у всех классов, как правило, имеет схожий эффект с тем, который уже существует, но лишь с небольшим бонусом. В моем случае скилл «Высший ангел смерти» требует 10 единиц руды души, время перезарядки 600 секунд, время применения скилла 50 секунд, физатака плюс 10%, шанс успешной атаки в уязвимые места плюс 50%, мощность физических умений плюс 20%, физическая точность плюс 10%, физическое уклонение плюс 45% и позволяет блокировать 8 отрицательных эффектов. У нового и старого умения общее время перезарядки, то есть использовать по очереди их не получится. И, возможно, это очевидно, но новое умение не заменяет старое. Для изучения необходимо 17,5 миллиардов СП и большой камень рун, который можно получить из дропа монстров в новой сессионной зоне Башня Дерзости, представленной в том же патче. Зона это для игроков 110 и выше уровней, доступна 10 часов в неделю. Для входа необходимо заплатить 1,5 миллиона дена. В зоне можно PvP-шиться. К сожалению, ни одного моба, в отличие от усиленного болота криков, убить здесь мне не удалось с моей экипировкой. Тем не менее, локация стала популярным местом для вечерних PvP среди топ-кланов Кореи. Еще добавлю, что в этом же патче умение волшебника Фео, четверной стихийный импульс, теперь не зависит от умения выброс маны. Потребляет 2 единицы руды духов и время перезарядки 45 секунд. Продолжая тему новых зон охоты, надо рассказать о новой сессионной зоне Гробница Императоров для персонажей 105 и выше уровня в патче от 2 октября. Это тот, который с брелком Агатиона Дракона. Новая сессионная зона по большому счету предназначена для игроков 110 и выше уровней. Внутри есть несколько телепортов на разные этажи, время нахождения в зоне увеличить нельзя и равняется 60 минутам. Для входа необходимо 150 тысяч аддон, а при попадании в зону автоматически начинается квест «Расхититель гробниц» на 150 мобов. После выполнения квеста, его можно сдать NPC Леопольд в Годдарде, можно получить большое количество опыта и сундук Бинусты. Сама по себе зона в плане опыта или дропа очень слабая, возможно в ней будет удобно докачивать персонажей до 110 уровня, но только по квесту. Еще отмечу, что некоторые мобы время от времени бьют массовыми скиллами, поэтому будьте аккуратны с плохо экипированными персонажами. Наконец, в патче от 6 ноября разработчики сделали ряд небольших, но интересных изменений. Требуемый уровень для зоны гнездо Крофинов снизился до 105-го. Энергия разрушения теперь продается у бокалейщика по 7 миллионов аддон за штуку при 20% налоге. В меню телепортов появилась возможность добавлять актуальные для персонажа телепорты в закладки. Здесь все просто, отмечаем телепорт звездочкой и теперь он есть в закладках, нет нужды искать его где-то в списке. Это особенно удобно, если вы пользуетесь где-то спрятанной в интерфейсе зоны охоты или города вроде Кайнака. На этом, пожалуй, все. Для того, чтобы узнавать больше или быстрее, заглядывайте в Discord или на сайт 4r4m.com. Если у вас появились вопросы, оставляйте их в комментариях под видео или в нашем Дискорде.
Отдельно хочу поблагодарить подписчиков на Патреоне и зрителей, поддерживающих проект на стримах. Это видео вышло благодаря им. Еще раз большое спасибо.